Ола, амигос! После вчерашних приключений новый день получился просто умиротворяющим. Даже с учетом участка 120 км до Лас-Харкетас, мне надо было проехать не так уж много, 406 км. И, по сути, с одной большой остановкой. Где-то посередине пути я планировал заехать в парк Патагония, в одно очень заинтересовавшее меня место. Мотель Рута 40 оказался очень чистым и приятным, так что можно было спокойно выспаться и позавтракать. Вчерашний вечер мне казался уже каким-то кинотриллером, а не реальностью. Перед выездом я заехал на заправку, где познакомился с парой из Бразилии, из Мендосы. Очень душевно поболтали за чашкой чая. Тьяго с подругой ехали с севера на юг до Ушуаи, и Тьяго подсказал мне несколько полезных советов насчет дорог, по которым мне предстояло проехать. И вот я вновь на Кваренте, еду на север. Ветер, правда, сегодня был более милосердным. А после Лас-Харкетас я очень сильно порадовался, что не выбрал вчера вариант поехать дальше. Дорога к северу от этого отеля оказалась сюрпризами. Регулярно встречались ямы в асфальте, а также было несколько участков вообще со снятым асфальтом. Шириной так от 100 до 150 метров. Если в ночи не заметить вовремя знак и влететь на такой участок на скорости, о последствиях даже думать страшно. Да и в принципе дорога через пустыню выглядит довольно необычно, днем я хоть смог поглазеть по сторонам. Заправка в Баха Караколес оказалась очень колоритной. Старые колонки все в наклейках, оставленных путешественниками. И крохотный мотель с магазинчиком и кафе внутри выглядел очень по-киношному. Кстати, расстояние между этой заправкой и предыдущей 230 километров. Для мото прям на грани. А через полчаса после этой заправки я понял, что подъезжаю к интересующему меня месту. Ландшафт стал поражать красками. Среди серого цвета патагонской пустыни стали появляться неожиданно яркие вкрапления, и чем дальше, тем чаще и ярче. Что такое неожиданно? Это когда в уже набившей оскомину серо-желто-зеленой пустыне Патагонии вдруг обнаруживаешь вот это. Тьерра де Колорес, или Цветная земля, одна из достопримечательностей парка Патагония. Этот парк бесплатный для посещения, и там есть несколько интересных мест. Но, например, до каньона надо проехать по гравийке 25 км в одну сторону. А так как я вчера принял слишком сильную дозу графдорожника, то я решил ограничиться пешей прогулкой среди цветных холмов. Как же все-таки умеет удивлять природа. После парка мне оставалось проехать всего 120 километров. Я планировал остановиться в Лос-Антигуас, прямо у границы с Чили. Городок находится на берегу озера Буэнос-Айрес, и уже на подъезде к нему я оценил красоту этих мест. А вид на море с невероятно ярким цветом воды и горами на фоне вообще круть. Конечно же, это озеро, а не море, просто волны как на море. Это, кстати, опять к вопросу о ветрах в этих краях. Мой отель оказался на довольно красивой набережной, да еще и безлюдной почти. Так что прогулялся вдоль моря и в отель. Поужинать и просто отдохнуть. Надо набираться сил. Завтра меня ждет 200 километров по грунтовым дорогам в горах.